Шерлок — популярный британский телесериал на канале BBC, созданный сценаристами перезапуска Доктора Кто. Впервые сериал появился в 2010 году и моментально собрал у своих экранов многочисленную аудиторию. Это был настоящий бум. Об этом сериале говорил каждый второй, крутя пальцем у виска тому, кто еще не успел ознакомиться с шоу. Я был как раз из разряда вторых. Только и слышно было, какой же это шикарный сериал и что серии выходят реже, чем сменяются поколения тех, кто помнит, что было в прошлом сезоне. Ребята, вам каждые 1,5 года выкатывают по 3 полнометражных фильма. Вы серьезно? Тут как бы грех жаловаться. Сериал стал настоящим культурным феноменом, о котором сегодня и пойдет речь. Ведь любопытно оценить, как интерпретировали культовое произведение современники и что способна предложить очередная экранизация, коих было уже сотни. Я думаю, у каждого поколения есть свой Шерлок Холмс. Серьезно, Тони Старк был Шерлоком, Альфред был Шерлоком, Гендальф был Шерлоком, Саруман был Шерлоком. Я один тут не был Шерлоком, что ли? Я был лучшим Шерлоком. Отведай-ка брейк-данса, дедуля! И вот мне хотелось бы узнать, сможет ли данное творение превзойти неприкосновенную классику советского кинематографа под названием «Приключения Вити и Васи». В смысле, я с уважением отношусь к классике, это просто вырвалось. Я думаю, вряд ли получится предъявить существенные претензии к сериалу, ведь, как мы знаем, он умнее, чем я. Но давайте взглянем на пациента. Итак, история о Шерлоке начинается, и мы видим Афганистан. Окей. Так, я понимаю, что довольно нетипичный выбор актера, но давайте просто признаем, что в отношении кастинга сериал не очень-то хотел соответствовать первоисточнику, и на самом деле это их право. Уверен, если бы они хотели подобрать всех по канону, то на роль Ватсона, который, к слову, всегда изображался похожим на самого Конан Дойля, они бы позвали Якубовича. Да ладно. Вам нужно время, чтобы привыкнуть к гражданской жизни, и записи в блоге обо всем, что с вами происходит, действительно помогут вам. Что ж, Ватсон переживает не самые радостные флешбеки, и его заботливый психиатр советует ему вести свой блог, чтобы страдал не он один, но и его подписчики, наверное. Ох уж эти фабрики блогеров, я раскусил тебя, хитрая женщина. Что значит нет машины? Ее отправили на другой вокзал. Возьми такси. Затем мы узнаем о серии самоубийств, происходящих в Лондоне, и инспектор Лестрейд дает исчерпывающие ответы прессе. Но если это все-таки убийство, как людям обезопасить себя? Не совершать самоубийств. Боже мой, да этот парень предлагает дельные мысли. На убийцу уже наброшена обширная паутина дедукции, всяческой техники и новейших технологий, таких как мобильная связь и СМС. А эту троицу ничего не связывает? На первый взгляд нет, но мы продолжим поиски. Должна быть связь. Стоп, как Шерлок отправил им всем одновременно одинаковые сообщения? Он выяснил номер мобильника каждого, кто собирался присутствовать на данной конференции, затем при помощи сторонних программ он прослушивал речь в прямом эфире без задержек и рассылал всем смски? Или мозг Шерлока настолько гениален, что подключился к сотовой сети? В любом случае, что за выпендрёж? В смысле, зачем Шерлоку производить впечатление на, прости господи, Лестрейда? И главное, никого не удивляет такая хакерская атака. Они такие: чушь. Инспектор, как вы прокомментируете это? Вместо: О нет, боже мой, это кибератака, мы все умрем, мои банковские счета! Зря я поставил на пароль день рождения своего кота! Вам нужно его остановить. Он выставляет нас идиотами. Так мы и в книжке такими были. Затем Ватсон встречает своего старого знакомого. А ты как, остановился в городке, пока не устроишься где-нибудь? С моей пенсии Лондон мне не по карману. Ну слушай, если ты себе такую квартиру не способен позволить, то какой нафиг Бейкер-стрит? И ты же ветеран, я так понимаю, что психотерапевта тебя выдали бесплатно, но неужели у тебя нет льгот на жилье? И, кстати, ты не думал, ну я не знаю, найти работу? Или блогер — это теперь тоже работа? Сними квартирку с кем-нибудь в доле. Да брось. Кто меня вытерпит? Что ж, знакомый Ватсона говорит, что знает человека, который ищет соседа по комнате, и это, как нетрудно догадаться, наш мистер Выпендрёж. Да, вы только посмотрите на этот стиль, на эти очаровательные кучеряшки. Стоп, что он делает? Я понимаю, что в оригинальном рассказе было упоминание, что он подобным занимался, но знаете, это как начать рассказ об Альберте Эйнштейне с того, что в школе он пробовал курить. Надо узнать, какие получатся кровоподтеки через 20 минут. От этого зависит алиби одного человека. Я не бил ее, это неправда, это чушь полная. Я не бил ее, не бил. О, привет, Марк. Далее происходит сцена, которую можно описать так.
Здравствуйте, я Джон Ватсон. А я крут, очень крут. В смысле? Я буду делать всякие крутые штуки, за которые все любят Шерлока, чтобы просто попонтоваться, какой я клевый. Но я не давал вам повода. Заткнись и наслаждайся моей шикарностью. Это сейчас он мне или зрителю говорил? Естественно, вы зададитесь вопросом, почему два нищеброда не могут снять себе отдельные квартиры, зато вместе могут жить в элитном районе? Дом превосходный. Мы его потянем? Миссис Хадсон, владелица, дает мне большую скидку. Услуга за услугу. Мистер Холмс, вы так помогли мне, вы просто спасли мне жизнь. Я слышала, у вас есть проблемы с жильем, у меня как раз есть квартирка. И во что мне это станет? Ну, дороговато, один, я думаю, вы не потянете. Еще раз спасибо за помощь, вот прям как от сердца отрываю. Что ж, пока наши герои рассматривают новое жилье, мы слышим кое-что неуместное. Наверху другая спальня есть, если вам разные спальни нужны. Разумеется. Что за шутки? Не волнуйтесь, здесь публика всякая. У миссис Тернер живут однополые супруги. Вот в чем проблема. Я более чем уверен, что когда сэр Артур Конан Дойль описывал в своих рассказах пример истинной мужской дружбы, он меньше всего хотел бы, чтобы его потомки тыкали в его персонажей пальцами и гыгыкали «О, гомики». И нет, это не было смешно. Нет, вы просто взяли, открыли могилу Конан Дойля, плюнули ему в лицо и закрыли обратно. В общем, я к тому, что эта процедура была абсолютно необязательна. Что вы думаете про эти самоубийства? Кажется, это ваша сфера. 3 одинаковых случая. Уже 4. Затем появляется бесхребетное создание, что периодически называет себя инспектором полиции и говорит, что новое самоубийство они без Шерлока распутать не смогут. Кто криминалист? Андерсон. Мне нужен помощник. Ты приедешь? Не в полицейской машине. Спасибо. Объясните мне кто-нибудь, как он вообще получил свою должность? Вы ведь доктор. Да. Хороший? Ну, не такой хороший, как ты. Итак, к моменту прибытия на место происшествия мы узнаем 3 вещи. Во-первых, у создателей приятное чувство юмора. Андерсон, не говори вслух, ты понижаешь IQ всей улицы. Во-вторых, создатели довольно иронично обыгрывают первоисточник, то есть тут много приколов для тех, кто в теме. В Афганистане поймали пулю? О, да, в плечо. Точно, так и думал. Рахе, по-немецки месть. Она что-то пыталась сообщить. Да, спасибо за вклад. Ну и в-третьих, логика Шерлока не всегда логична. Посмотрите, гнездо в царапинах по ободку. Он вставлял в гнездо шнур, а руки у него дрожали. На телефоне у трезвенников подобных повреждений не бывает. Вообще-то не обязательно. Я где-то ошибся? Гарри сокращен от Гарриет. Гарриет, сестра. Ладушки, то есть у нас тут есть и лесбиянки, хотя кто бы сомневался, в самом деле. Я хочу видеть инспектора Лестрейда. С какой стати? Кто это? Коллега мой, доктор Ватсон. Коллега? Откуда у тебя вдруг коллега? Может, он провожает тебя домой? Так, ребят, может, хватит, а? Начинайте раздражать. Сейчас я введу вас в курс дела. Мы ничего не знаем. Теперь вы в курсе дела. В общем, да, это экранизация этюда в багровых тонах, что значит, убийцей был таксист. Но вот мотивы убийцы — это уже нововведение сценаристов. Я один нахожу странным то, как лежит эта женщина. Не похоже, что она вырубилась или пыталась куда-то ползти перед смертью. Выглядит так, словно она гэпнулась лицом в пол, не заметив растяжки. Жертве за 30. Есть профессия, судя по одежде. Видимо, в средствах массовой информации. Замужем не менее 10 лет, но несчастливая. Многочисленные любовники не были в курсе ее брака. Все ее украшения регулярно чистились, кроме обручального кольца. Внутри кольцо более блестящее, чем снаружи. Выходит, оно полировалось только при снимании с пальца. Работа у нее не физическая. Посмотрите на руки. Тогда зачем она снимала кольцо? Любовник. Но она бы не смогла долго скрывать свой брак. Вывод – череда любовников. Мистер «Узрите мою гениальность» при помощи монтажа с подсказками делает умозаключение, что девушка должна быть с чемоданом, а того при ней нет. Что значит, нужно найти чемодан. Убийца привез ее сюда. Забыл, что чемодан в машине. После Ватсону звонят на его телефонную будку. Гражданин на том конце провода тоже болеет пантеризонией, так что он зрелищно двигает камеры слежения и вызывает личное авто для Ватсона. Я мог бы угрожать вам, но уверен, вы прекрасно понимаете ситуацию. Садись. Это я удачненько снял квартирку. Гражданин с хитрой наружностью не представляется, зато предлагает заплатить Ватсону за то, чтобы тот следил за мистером завышенное ЧСВ. Кто вы? Его враг. Враг? Даже не знаю, почему он тебе отказал, ума не приложу. Как бы сказал советский Майкрофт... Египетская сила.
Вчера съехались, а сегодня уже преступление вдвоем расследуете. Видимо, завтра появится счастливое объявление в газетах. Так, мне надоело. Я просто поставлю здесь счетчик гей-намеков. Какой это уже по счету? 4-й? Пора выбирать, на чьей вы стороне, доктор Ватсон. Окей, заодно установим счетчик неуместных реплик. Придя домой, Ватсон обнаруживает мистера «Я самый умный» в скверном состоянии. Что происходит? Покурить в наши дни в Лондоне совершенно нереально. Плохая новость для мозга. Хорошая для легких. Легкие, дышать скучно. Дышать скучно? Тебе дышать скучно? Да что ты такое говоришь? Ты знаешь, чем, например, себя Дарт Вейдер развлекал в свободное время? Он дышал. Своим вдохом он отбирал бесценный кислород у своих подчиненных, тем самым демонстрируя свою власть и хрупкость их жизни перед его могуществом. А делая выдох, он распространял углекислый газ, тем самым демонстрируя, как власть империи распространяется по галактике. Извините, я просто много сижу в интернете. Вы меня звали, я думал, это важно. О, правда, можно ваш телефон? У миссис Хадсон есть телефон. Она внизу, не мог до нее докричаться. Я был на другом конце Лондона. Мне не к спеху. Знаете, даже когда создатели не делают гей-намеков, они делают гей-намеки. Что это вообще такое? Почему наш мистер «Мне скучно дышать» так себя ведет с Ватсоном? Как он до этого жил без него, меня интересует. Вы идиот. Все идиоты. Так я вам череп заменяю. Да ладно, у вас получается. Ватсон к ноге. Не знаю, как вам, а мне это напоминает «Хоббита». Когда 14 непонятных мужиков вламываются в твой дом, едят всю твою еду, будь готов, что они предложат тебе работу, полную опасности, ответственности и еще большей опасности. Ты, скорее всего, умрешь. Ну что, согласен? Нет! Эх, мы были о тебе лучшего мнения. Хотя погодите, я же всегда мечтал умереть по просьбе 14 непонятных мне мужиков. Как же я мог забыть? Подождите меня! Смотрите на видео «Хоббит. Нежданчик». И какого черта он побежал за ними? Розовый чемодан той женщины, Дженнифер Уилсон. Да, явно. Наверное, убийца привез ее в Лористон Гарденс и оставил чемодан в машине совершенно случайно. Я осмотрел все улицы в 5 минутах от Лористон Гарденс, где можно было спокойно избавиться от громоздкого предмета. Меньше чем за час я нашел нужную помойку. Что же, они отправляют СМС на телефон умершей с приглашением встретиться в кафе, что заставляет убийцу занервничать. После последнего убийства ему приходит сообщение, которое может быть только от нее. Затем Ватсон и мистер «Признайте мою гениальность» идут в кафе, чтобы... У тебя есть парень? Это нормально, кстати. Я знаю, что это нормально. Поговорить про геев. За счет заведения для тебя и твоего парня. Хочешь есть? Я не его парень. А нам все равно, а нам все равно. Я принесу свечу на стол. Так романтичнее. Я не его парень. Так есть парень? Нет. Ладно, хорошо. Джон. Думаю, ты должен знать. Я считаю, что женат на работе. И хоть я польщен, я вовсе не ищу никаких... Ладно, я понял. Простите меня, что я родился не геем. Я осознал свою ущербность. Вы там расследованием занимались. Давайте вернемся к нему. Ну, пожалуйста. Ну, мне не интересно. Я просто сказал, это нормально. Вы все еще говорите об этом. Да ладно. Так, у меня есть одно предположение. Так. Ага, один из создателей Шерлока гей. Это многое объясняет. Вернемся к сюжету. Шерлок замечает подозрительное такси и бросается в погоню. Загрузив прямо в голову Google Maps, они догоняют такси, но там оказывается всего лишь турист. Загар. Что, из Калифорнии? Только приехал. Как ты узнал это? Наши люди в булочную на такси не ездят. А поскольку так экшонить без повода не совсем законно, приходится давить на тапок. Миссис Хадсон, доктор Ватсон займет комнату наверху. Кто сказал? Человек за дверью. Ну как? Эй, вот тут Шерлок уже явно подглядывал в сценарий. Шерлок, что вы натворили? Миссис Хадсон. Наверху. Однако, придя домой, наши герои обнаруживают, что полиции Скотланд-Ярда не нравится то, что мистер «Я сам у себя на уме» скрывает от полиции улики. Из чего вновь вытекает все тот же вопрос. Как Шерлок работал с ними до этого? Мы знакомы 5 лет. Да, как он работал с ними до этого 5 лет? Телефон свой она не теряла, она подбросила телефон ему. Уже выходя из машины, она поняла, что идет к своей смерти. Оставила телефон, чтобы он привел нас к ее убийце. Есть веб-сайт с ее аккаунтом, пользователь, электронный адрес, и теперь все ясно. Пароль? Рэйчел.
Это смартфон с GPS, значит, потеряв его, сможешь найти по сети. Она приведет нас прямо к убийце. Ну конечно, умирая, эта женщина подумала. Надо незаметно подкинуть убийце мой телефон и написать на полу пароль от сайта, по которому телефон можно отследить. Я, конечно, не специалист в том, какие мысли посещают женщин перед смертью, но, на мой взгляд, это слишком сложно. Лично мне первое, что пришло бы в голову, это спрятать у себя ключи и когда убийца уйдет, нацарапать ключами номер его автомобиля. Она была умница, да! Она была умнее вас всех! Тем не менее, приезжает то самое злосчастное такси, чтобы отвезти Шерлока в тихое место и заставить самоубиться. Я этих 4 не убивал, мистер Холмс. Я с ними поговорил, и они покончили с собой. Шерлок едет туда добровольно, потому что ему, как и зрителю, интересно, что заставляло всех этих людей убивать себя. Господи, когда я смотрел первый раз, я просто не мог дождаться раскрытия фокуса, прокручивая у себя в голове самые невероятные теории. Ну что, вы готовы узнать, а? Готовы? Вы просто вели своих жертв за собой. Как? Как изощренно. Я-то надеялся, будет что-то гениальное. Например, он заставлял их послушать русский рэп, показывал им цены в наших магазинах, показывал фильмы Enjoy Movies. Я даже согласен на версию, что он обещал их познакомить с Пухом и Пятачком. Но просто угроза оружием... слишком банально. Но окей, как и в оригинале, убийца предлагает сыграть в русскую рулетку. Одна таблетка с ядом, вторая без. Оказывается, что из-за болезни он может в любой момент откинуть копыта, поэтому ничем не рискует. У меня есть спонсор. Кто у вас есть? Все мои жертвы делают богаче моих детей. Есть имя, которое не называют. Я знаю парня, который его засудит. Насколько я понял, эти люди чем-то мешали Мориарти, и он готов платить за их убийство. Но как он нашел столь ценного сотрудника? Этот мужик в своем резюме указал, что он профессиональный игрок в русскую рулетку. Ой, знаете, мы, таксисты, народ простой. Например, я могу любого уболтать и выпить яд. У меня даже гениальный метод есть. Дуло пистолета. Кажется, сболтнул лишнего. Мы читали ваше резюме на сайте, вы нам подходите. Что бы вы ни выбрали, оставшуюся возьму я. И мы вместе примем лекарство. Я дал хорошую вам или плохую. Это блеф? Двойной блеф. Тройной блеф. Это случайность. Это гений. Я знаю, как думают люди. Знаю их мысли о том, как я думаю. Все так глупые, даже вы. А может, просто Бог любит меня? Мистер, вы все говно, а я замечательный, решает сыграть с таксистом в игру. Но веселье прерывает Ватсон, который выследил Шерлока по телефону. И как Ватсон так быстро приехал? У них разговор длился-то от силы минут 10. Однако важно не это, а то, что мы, как и Холмс, так и не узнали, угадал ли он с таблеткой. Я был прав. Я прав, верно? Я ведь угадал. Ладно, я знаю, что вам дико интересен ответ на этот вопрос, и он у меня есть. Секрет этого фокуса спрятан в фильме «Принцесса-невеста». Ты знал, что в твоем бокале яд? Они оба были отравлены. Последние несколько лет я вырабатывал иммунитет к окону. Так что все просто. У кролика было противоядие. А вообще это тупо, если задуматься. Ведь угадай он, и у него был бы на руках труп без доказательств того, что этот дядька и есть тот самый серийный убийца. А если бы Шерри ошибся, то трупом был бы он сам, что тоже малость неудобно. Короче, я не понимаю, чем он думал. Назовите имя. Имя! Мориарти! И незачем так орать. Обнаружили того, кто стрелял? До нашего прибытия утрал. Действительно, кто бы мог быть стрелком, если Ватсон сам тебе позвонил и сказал, где искать Холмса? Мне нужно поговорить с инспектором Лейстрадом. Это важно и очень срочно. И да, я знаю, что в пилотной серии это был сюжетный ход, закрепляющий за Холмсом и Ватсоном статус компаньонов, но там это было обставлено логично. Еще одно преступление раскрыто. Поднимает патриотический дух. Но у тебя ведь другая мотивация, да? Это мой брат, Майкрофт. Он ваш брат? Конечно, мой брат. А я думал, сценарист. Я занимаю скромное положение в британском правительстве. Он сам правительство, когда не обременен обязанностью секретной службы или ЦРУ на внештатной основе. Добрый вечер, Майкрофт. Так что да, получается, в этом подсюжете не было никакого смысла. В плане, окей, возможно, Майкрофт хотел устроить Ватсону проверку, дабы понять, можно ли ему доверять, но у мистера самовлюбленность не было никаких причин говорить так витиевато. Ватсон каждого из них по нескольку раз спрашивал прямым текстом, кто это, а они бесит. Кто он? Самый опасный из всех людей, но проблема не в нем. У меня на столе номер. На этом первая серия заканчивается. Или нет? Мало кто знает, но перед этой серией был еще один эпизод.
Пилотный. По сути, это та же серия, проба пера, после которой создатели сделали работу над ошибками и подарили нам то, что мы видели. Смотреть пилот довольно увлекательно, так как есть с чем сравнивать. Видно, что подача тогда была еще не столь смелой, бюджет был поскромнее, и потому сериал выглядел как очередная дешевая поделка а-ля Элементарно. К тому же хронометраж у пилота был на полчаса меньше. Там нет подсюжета с Майкрофтом, нет выпендрежа от Шерлока, нет загадки с паролем, Лестрейд не врывается на Бейкер-стрит, Шерлок не издевается над Андерсоном и так далее по мелочам. Однако есть примечательные отличия, без которых рассказ об этом сериале был бы неполным. Во-первых, мне Ватсон больше понравился в пилоте. Он выглядел не как безвольный пассажир этой истории, а как человек, способный противостоять Шерлоку своим характером. По сути, это именно то, что всегда делало советского Ватсона лучшим. Он немного взбалмошный, немного упертый, человечный, верный, но главное, он с характером. Вы рискуете жизнью, чтобы продемонстрировать свой ум. Зачем мне это? Затем, что вы идиот? Я бы сказал, что в пилоте лучше сыграны роли и расставлены акценты, хотя тут уже дело вкуса. Черт подери. Во-вторых, Лестрейд не такой тупица. Он не мешает Шерлоку работать, он способен догадаться, что через окно стрелял Ватсон, и у него меньше дурацких реплик. Завтра нам понадобятся эти двое. Кто, сэр? Шерлок Холмс и доктор Ватсон. В-третьих, был изменен мотив убийцы. Вот тут уже все более спорно. Кто вы? Никто. Пока. Но я не умру никем. Как вы выбирали жертв? Любого, кто не знал, куда мы едем, потому что был или пьян, или потерялся, или был не местным. Ну, вы убили 5 человек? Я пережил 5 человек. В принципе, этот вариант имеет право на жизнь, но тогда бы у серии не было бы логической связки с остальными эпизодами. Да и мотивация выходит слабенькой. Так что да, пилот был более стройным, логичным и целостным с точки зрения сюжета, но куда более скудным в плане подачи материала. Видно, что из-за бессмысленных сюжетных нагромождений при попытке увеличить хронометраж серия получила небольшие проблемы с логикой. И эта тенденция, как по мне, определяет суть сериала. Минутка чисто английского юмора. Холмс, мне кажется, в этой истории не хватает хорошего поворота. Ватсон, шо? Вот вам и поворот. To be continued.